Проводник. Стартовая точка любого пользователя Windows, не меняющаяся уже более 30 лет, и стала своего рода традиционным местом. А любое изменение в его концепции всегда вызывало огромный шквал негативных отзывов. Как по мне, последний раз проводник глобально обновлялся в эпоху Windows 8, когда в нем пропала не только кнопка «Пуск», что частично стало неверным шагом, но и появилась ленточная панель с вкладками на замену горизонтальной панели действий под адресной строкой, как это было в Windows 7. В дальнейшем проводник получал только мелочные изменения в виде новых разделов, а его дизайн и концепция оставались прежними. А Windows 11 проводник, или же Explorer XE, так и подвергся неплохому обновлению как с точки зрения архитектуры, в виде полностью переделанной панели задач, так и в плане дизайна. В интернете, как я заметил, сейчас модно, так сказать, негативить в сторону Windows 11, причем даже попадаются видео с некоторой некомпетентностью, однако в этом есть доля смысла. Вроде бы и сделано красиво, но вроде бы... В некоторых местах дизайн не единый со всей операционкой. Скоро 5 лет, кстати. Некоторые также жалуются на более его медленную работу, с чем отчасти могу согласиться, хотя это мне не кажется критичным. В одном из моих старых видео мы кое-как уже разбирали внутреннюю работу проводника Windows и даже пытались ответить на вопрос о его замене, и тогда мне казалось, что в этом особо нет смысла. Но прошло время, и я на просторах интернета начал замечать множество забавных и интересных экспериментальных альтернатив проводнику. В этом видео я попробовал подобное ПО, и это не Total Commander в виде одного файлового менеджера DaFiles в UVP, или StarTalkBack в виде инструмента к оригинальному проводнику, а прям что-то самородное и замещающее стандартное окружение, причем работающее для Windows 10 и Windows 11. Берите себе чай, подписывайтесь на канал, будет очень интересно, и самое время понять, зачем такое вообще создавали. Во-первых, опять же, вспоминая прошлое видео, мы уже запускали стандартный проводник Windows, и через процесс монитор было заметно огромное количество зависимостей, которое было использовано для запуска только панели задач и окружения рабочего стола. Что уж говорить об обычном окне проводника, например, «Мой компьютер». Обычный переход между папками создавал десятки тысяч запросов, но мы не об этом. Во-вторых, кастомные оболочки создавались с целью улучшения пользовательского взаимодействия между компьютером и человеком. Этим можно также объяснить появление Total Commander в 90-х. Реализация Norton Commander под Windows. Не оболочка, конечно, а вполне себе привычный двухпанельный файловый менеджер, в то время как стандартный менеджер файлов из 3.1 был, на мой взгляд, не особо интуитивен. А мне, например, в XP не хватало двухпанельного проводника, ибо это было реально удобно. В-третьих, этим отлично пользуется Windows PE. Как раз самым ярким примером является WinX Shell. Данный проект ранее имел название P-Explorer, является форком ReactOS Explorer, написан на языке Lua, и его история тянется аж прямиком из начала десятых. И на первый взгляд кажется, что программа абсолютно заброшена, ибо последний коммит был аж 10 лет назад. Но черт возьми! Нет! На гитхабе в 2021 году кто-то спросил, а что случилось с WinX Shell? В итоге к дискуссии присоединился сам автор программы, где он пояснил, цитата: «Я поделился кодом для тех, кто хочет создать собственную оболочку для Windows, надеясь, что другие смогут улучшить, внести вклад в проект. Но все грустно. Этот проект был создан 6 лет назад, но до сих пор не было никаких проблем и запросов на слияние, кроме этого вопроса». Конец цитаты. Однако проект иногда оживает. Последняя бета-версия датируется декабрем 2025 года. Панель задач сделана в стиле Windows 10, и она максимально независима. Своя панель громкости, своя панель календаря. Около пуска присутствует кнопка показа всех окон и открытия полноценного проводника, если есть сложности с местным. Кстати, да. Проводник WinX Shell буквально является фреймом к обычному проводнику. Здесь просто вызывается файл explorer frame.dll. Далее идут закрепленные приложения, а точнее читается каталог taskbar, находящийся по этому адресу. Забавный факт. В оригинальном Explorer XE, когда вы нажимаете «Закрепить на панели задач», то ярлык не только попадает в ту самую папку Taskbar, но и записывается в параметре Favorites и Favorites Resolve по этому пути, которые хранят информацию о закрепленных приложениях в бинарном формате. Почему? Ладно, допустим, оно еще хранит не только обычное имя файла, но и имя в виде формата MS-DOS. Вы что, серьезно? По стабильности тут намного лучше, чем оригинальный ReactOS Explorer из нулевых. Ой,
И тут shit happens. Однако огромным и жирным минусом будет любая невозможность запустить UVP-приложение, даже те же параметры. Нажимая, например, на персонализацию, в процесс монитор мы видим, что запросы-то есть, часть реестра была прочитана, объекты загружены. Окно не рисуется, инициализация не происходит, и через минуту нас встречает ошибка. С этим файлом не связано приложение для выполнения этого действия. По факту ошибка липовая, на деле же произошел тайм-аут, так как UVP никто не ответил. Знаете, как это исправить? Запустите стандартный проводник, и вуаля! Запросы идут в большем количестве, происходит работа с файлами, приходят ответы, ничего не стоит на месте, и появляются человеку те самые параметры. Ну обалдеть! Автор, кажется, предусмотрел данный момент и в папке WXSUI предоставил дополнение, замещающее UVP-части, экран входа, звуковая панель, окно о системе и параметры экрана. Не хватает только раковины кухонной, зубной щетки и так еще по мелочи. А если запустить WinX Shell из-под Windows 7, то есть своего рода пародия на параметры из 11. Только я понятия не имею, зачем это в семерке. Если серьезно, со своей изначальной целью это ПО справляется. Оно отлично подходит для образов Windows PE, особенно если туда вшит еще Explorer++, тогда необходимость в стоковом проводнике полностью отпадает. Однако со следующим, так сказать, экспонатом дела обстоят получше. Самое время посмотреть на Explorer.exe из Windows XP. Вероятно, у многих могут быть теплые чувства к подобному окружению, особенно обращая внимание на пуск и фон рабочего стола. Не спорю, что подобный дизайн мог кого-то раздражать, он мог казаться для кого-то детским, и они включали классическую тему. Так вот, кажется, собрались как-то ребята внезапно с одной идеей. Адаптировать проводник из XP и заставить адекватно работать его в Windows 11. Учитывая кое-какую утечку, адаптация была уже вопросом времени. Главное — найти единомышленников. И подписаться на мой канал, конечно же, если вам нравится подобный формат. Из собственных поисков я узнал о наличии их официального Discord-сервера, репозитория на GitHub и последней версии 0.9.3 от октября 2025 года. Процесс установки здесь будет сложнее, чем обычный запуск .exe файла, и в то же время рискованнее. Почему? Речь идет о применении правок реестра и замене файлов. Следовательно, если хотите рискнуть, то создайте резервную копию и точку восстановления в случае непредвиденной ситуации. На выбор нам предлагается два варианта установки. Замена значения shell в реестре, а если кто не знает, то это там можно поменять дефолтное окружение рабочего стола, туда можно вписать все что угодно, и это будет выполнено после входа в аккаунт без вопросов. И маленькое редактирование оригинального Explorer.exe и WinLogon через WinHook. В первом случае у нас наглухо отвалится платформа UVP-приложений, так как они, напомню, напрямую по стечению обстоятельств зависят от оригинального проводника. А вот в случае со вторым вариантом дела обстоят лучше, ведь мы не только оставляем полноценную поддержку UVP-приложений, но и получаем возможность подцепить полноценную тему оформления эпохи XP в это творение. Мы пойдем именно по этому пути. Для установки необходимо переместить файлы этого поделия в удобную для вас директорию, установить WinHook, скомпилировать два плагина для него, они есть в папке с ExplorerX, и поменять путь к библиотеке explorerx.dll в настройках этого плагина. Стоит убедиться, что в списке включаемых процессов WinHook присутствует winlogon.exe, иначе просто ничего не сработает. Тем более это один из критических процессов с оси Windows. Мало ли что. Как только мы убедились в правильности наших деяний и все проверили, перезаходим в аккаунт, и вуаля! Нас встречает ничто иное, как полноценная панель задач. Ну, почти. Она здесь буквально белая и тонкая. Дело все в том, что оригинальная тема не имеет спрайтов для подобных элементов, следовательно, у нас выходят своего рода плейсхолдеры. В остальном, здесь буквально все, как в обычной XP. Возможность включить панель быстрого запуска. Скрытие панели задач в принципе, редактирование различных пунктов в меню пуск и даже включение его классической вариации. На этом функционал не заканчивается, ведь тут присутствует поддержка тем. Для их смены необходимо передать его путь в один из плагинов, которые мы установили, и после повторного входа в систему она применится. Конечно, не по всей системе, но все равно приятно.
Из минусов могу сказать, что при нажатии правой кнопки мыши по панели задач выпадает список без надписей, хотя их команды будут выполняться. Эх, сколько лет, сколько зим этому приколу. Также жаль, что данный проект не переносит проводник из XP, а только окружение рабочего стола. Вот открываем корзину и... ну, сами видите. Хотя все может быть, проект активно обновляется, может когда-нибудь случится тот самый момент. Не будем спорить. Если предыдущие два варианта были своего рода адаптациями и Франкенштейнами да пересобрышами, то здесь уже рисуется вполне себе свежак. Знакомьтесь, Ceiling UI. Полноценно кастомизируемая оболочка рабочего стола. С открытыми исходниками на GitHub, каталогом дополнений под него и доступностью на более чем 70 языках. Посмотрев на этот скриншот, я ради интереса решил задать вопрос парочке своих друзей. Какую оболочку ты вспомнишь первый при виде этой картинки? Один ответил гном, второй вообще пошел к KDE и macOS, а третий... вспомнил Deepin. Ну, давайте нажмем на монтажник. Установщик вполне стандартный. При первом запуске из оригинального проводника остаются только значки. Сверху у нас показывается аватар и имя пользователя, название активной задачи, программ-менеджер, часы и элементы управления. Непонятно, зачем оно показывает Bluetooth и батарею, если ни первого, ни второго у меня нет. Уведомления также преображаются, выглядит неплохо. Внизу есть своего рода кнопка «Пуск», кнопки закрепленных активных приложений и плеер. Программа действительно неплохо настраивается. Иконки, темы да обои. Есть собственная система плагинов и виджетов. Понравился встроенный виджет плеера, со Spotify интегрируется. Также здесь есть собственный лаунчер, вызываемый сочетанием клавиш Win-S. Виртуальные рабочие столы и возможность включить тайлинговое поведение окон а-ля DVM и прочее из мира пингвинчиков. Если тут присутствуют плагины и виджеты, то можно ли где-нибудь достать сторонние? Конечно, у них официальный магазин есть, только вот они сами по себе, чё-то не очень. Хотя вот этот пак иконок прикольный. Во время использования этой программы за кадром на протяжении 2 дней я все же столкнулся с некоторыми моментами и недочетами. Так прекрасно, когда ты делаешь обзор на программу, а она у тебя просто сама по себе разваливается. Что это такое? Мне просто реально интересно, что это такое. Почему все моргает? Почему, когда я нажимаю, появляется классический тайтл-бар? Что за прикол? Это вообще ужас какой-то. Вот я задал лаунчер, условно, чтобы он открывался на левый Ctrl-Alt и S. Я нажимаю. Ничего не происходит. Вообще ничего. Почему? Вот они, современные заменители, кажется. В остальном это действительно дает глоток свежего воздуха, но если так подумать, то, принимая к сведению ранее показанные замены, можно с уверенностью сказать, подобная игра вряд ли стоит свеч. И кажется, никто уже не задумывается над заменой обычного проводника. Оно и понятно. Если в XP присутствовали огромные возможности самостоятельной кастомизации, тема оформления, курсор, звуки, экраны приветствия, да и давайте брать выше, в Boot-in мы могли задать запуск кастомного ядра официальными средствами. Со временем, не знаю, из-за безопасности или еще по каким-либо причинам, ограничений начало становиться все больше. Даже в движке тем, кстати, кнопки управления окном стали по факту фиксированными, а классическая тема и вовсе забытой. Прикиньте, через несколько лет, допустим, тиктокеры откроют для себя классическую тему и будут снимать ролики, как они ее используют на постоянной основе. Пытаться. Это как UVP и проводник, только тут уже угодить Desktop Window Manager и не вылететь с аккаунта. Если хотите как-то чуть изменить интерфейс без вреда системе, то скачайте себе RetroBar, тот же Start All Back и радуйтесь жизни. Стандартный проводник стал зависимостью для некоторых важных компонентов, и отказаться от него прям твердо и четко не получится. Из необычных подобных программ можно попробовать, например, Files или FilePilot. Последний, прям мне очень зашел. Минималистичный, гибкий, быстрый и, на удивление, умеет перехватывать вызовы стандартного проводника. Круто! А кто-то вообще идет в разнос.
Когда я писал этот сценарий, недавно вот наткнулся на репозиторий Sheld, где его автор сообщает о полной замене Explorer XZ в качестве системной оболочки. При этом мой UI сделан чисто в HTML, CSS и JavaScript для удобства настройки. То есть, я правильно понял, автор сделал рабочий стол как один большой веб-компонент. Welcome back, Active Desktop. Выглядит вполне себе интересно, даже окна в полном экране адаптируются, но я бы вряд ли такое смог использовать. К слову, в описании сообщается о необходимости установленного Edge Web View, .NET 8 и что это все обычный, простой эксперимент. А что вы думаете об этом? Как вы считаете, есть ли смысл в подобной замене проводника, или наоборот, это сегодня кажется абсолютно бессмысленным? Может, вы знаете свои альтернативы для Windows? Пишите свои мнения в комментариях. На этом сейчас пока что все. Подписывайтесь на канал и огромное спасибо за просмотр. Также благодарю людей, поддержавших канал финансово. До новых встреч, дорогие друзья!